Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4 пряжа, у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять любую пряжу, подобрать крючок. И сегодня будем вязать супер ажурные квадратные мотивы и узнаем, как соединить эти мотивы в единое полотно за счет последнего ряда вязания. Начинаем выполнение нашего мотива с 8 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Колечко готово. И я могу приступить к выполнению первого ряда. Первый ряд я начинаю с выполнения 4 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с 2 накидами. Далее выполняю арочку из 2 воздушных. 2 накида на крючок, ввожу крючок в колечко. И выполняю столбик с 2 накидами. 1 и 2. Выполнили. Далее арочка из 2 и опять 2 столбика с 2 накидами. Первый и 2. И опять 2 воздушные. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Будем ориентироваться по арочкам. У нас всего должно получиться 8 арочек из 2 воздушных. И обращаю ваше внимание, что я ввязываю остаток нити при выполнении столбиков. Мы выполнили 8 арочек по 2 воздушные. И теперь я выполняю столбик с 2 накидами. И завершаю выполнение моего ряда. Ввожу крючок 1, 2, 3 в 4 воздушную петелечку подъема. Мой первый ряд завершен. И я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я под арочку ввожу крючок, выполняю соединительную. И далее я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с 1 накидом. Накид на крючок и ввожу крючок под арку. Далее 2 воздушные. И под эту же арочку я провязываю 2 столбика с накидом. 1, 2. Выполнили. Далее мы выполняем с вами арочку из 3. Накид, и под следующую арочку я выполняю опять же то же самое, то есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее опять у меня арочка из 3, и опять мы будем повторять 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Далее опять арочка из 3. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Напоминаю, это у нас второй ряд. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение второго ряда. После арочки из 3 я ввожу крючок в 3 воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой второй круговой ряд завершен, и я приступаю к выполнению третьего ряда. Для этого я соединительными перехожу к началу ряда. В вершинку столбика я провязываю первую соединительную, и под арочку я провязываю вторую соединительную. Далее 3 воздушные петли подъема, которые заменяют у меня столбик с накидом, накид и под арочку столбик с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом под эту же арочку. 1, 2. Далее
5. Раз, два, три, 4, 5. 5 воздушных или арочка из 5. И под 2 воздушные я выполняю 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Раз и 2. И далее арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. Легко запомнить, над арочкой из 3 в этом ряду мы выполняем арочку из 5. И далее опять мы выполняем наши столбики. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 3-го ряда. После арочки из 5 я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и я могу приступать к выполнению следующего. Это у нас с вами 4-й ряд. Опять же, к началу ряда я перехожу соединительными. Первая соединительная и под арочку 2. И начинаю, как и ранее, наш ряд с 3 воздушных петель подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее столбик с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Под арочку из 2 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Раз, два. Мотив достаточно простой, ничего сложного здесь нету. Далее арочка опять же из 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Накид и 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика. И опять арочка из 7 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение 4-го ряда. После арочки из 7 я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего 5-го ряда. Как и ранее, я перехожу к началу ряда соединительными, вершинку столбика 1 соединительная, под арочку 2, 3 воздушные петли подъема, накид, столбик с накидом, 2 воздушные и под эту же арочку 2 столбика с накидом. Раз и 2. И далее мы с вами выполняем арочку из 9 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид и выполняем, как вы уже догадались, все точно так же, как в предыдущем ряду. То есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом под эту же арочку. Раз, 2. Далее опять у нас будет идти арочка из 9. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение 5-го ряда. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная. И приступаем к выполнению 6-го ряда. 6-й ряд мы начинаем, как и ранее, с выполнения соединительной. Далее соединительная под арочку. То есть переходим к началу, да, и начинаем с 3 воздушных петель подъема. Далее столбик с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. И мы выполняем арочку из 9 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2 столбика с накидом, далее 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Далее очень внимательно. У нас идет арочка из 4 воздушных и далее 4 столбика с накидом. Вяжем 1, 2, 3, 4. Далее 4 воздушные и вновь 2 столбика. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика. 1, 2. Далее опять арочка у нас будет идти с 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть мы с вами будем чередовать арочку из 9 воздушных. Давайте я выполню пока 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. И далее мы опять выполняем 4 воздушные, то есть арочка из 4, 4 столбика и так далее. И в этом ряду мы будем выполнять 4 раза арочка из 9 у нас будет, и 4 раза у нас будут вот воздушные и 4 столбика. Вот таким образом мы будем выполнять наш ряд. Завершу выполнение ряда я уже вместе с вами. Завершаем выполнение 6-го ряда. После арочки из 4 я ввожу крючок в 3-ю воздушную и соединительную. И начинаем выполнение 7-го последнего ряда нашего мотива. Тоже повторяем, как и ранее, соединительная 1, соединительная 2 под арочку. Далее 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом. Далее очень внимательно 2 воздушные петли, опять же 2 столбика с накидом, как и ранее. И теперь там, где у нас была арочка из 9 воздушных, у нас опять же остается арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 столбика, 2 воздушные, там, где мы с вами провязывали столбики, мы выполняем 4 воздушные. Далее под арочку выполняем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И теперь выполняем арку из 21 воздушной петли. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Накид. И под арочку из 4 выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее арочка из 4, 4 воздушные и, как и ранее, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. И у нас далее идет арочка из 9, значит мы с вами выполняем арочку из 9. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда.
завершу выполнение ряда я вместе с вами. Завершаем выполнение 7-го ряда. После арочки я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, соединительная, далее воздушная, ниточку обрезаю, хорошо подтягиваю. Нам с вами остается по изнаночной стороне нить убрать вдоль полотна. И посмотрим на наш мотив. Вот такой очень ажурный, простой, но в то же время очень-очень красивый мотив у нас получился. И далее мы посмотрим, как создать полотно из таких мотивов и соединить мотивы последним рядом вязания. И прежде чем продолжить, давайте посмотрим. Я уже 3 мотива присоединила за счет последнего ряда вязания. И вот мой мотив. У нас вот хорошо видно, последний ряд не довязан. Мы будем присоединяться этой стороной и этой стороной к уже готовым мотивам за счет выполнения последнего ряда вязания. Начинаем наше присоединение. Напоминаю, у нас по узору арочка из 21 воздушной петли. Я выполнила 10 воздушных, и 11 петлю я буду заменять на столбик без накида. Мой готовый мотив я уже ввела крючок в центральную петлю, вот хорошо видно, из 21 петли, то есть это 11-я, да, воздушная петля, и выполняю столбик без накида. Крючок я ввожу, видите, с изнаночной стороны. Подтягиваем. Далее выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть как бы завершаю, да, выполнение нашей арочки. Накид и возвращаюсь к мотиву, то есть выполняю все по узору. Я выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее у меня идет по узору арочка из 4. И смотрите, как я выполняю. Я выполняю 2 воздушные, 3-ю петлю я заменяю на столбик без накида, с изнаночной стороны под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее воздушная, 4-я. Напоминаю, да, мы 3-ю заменили на столбик без накида. И по узору начинаю выполнять столбики. 1, 2. Далее я выполняю воздушную. У меня 2 воздушные, и я 2-ю воздушную заменяю на столбик без накида. Опять же, под арочку ввожу крючок, столбик без накида. Далее 2 столбика, прошу прощения, с накидом. 1, 2. И далее у меня арочка по узору из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид под воздушные выполняю 2 столбика. И теперь очень внимательно, опять же, у нас 2 воздушные, и 1-ю воздушную я заменяю на столбик без накида. Вот давайте я остановлюсь, покажу наше соединение, его уже хорошо видно. Вот наши большие арочки. Далее наши вот 2 соединения, и теперь мы выполняем наше соединение под 2 воздушные, то есть выполняю столбик без накида и воздушная, и продолжаю работу. Опять же, 1-й столбик, 2-й, далее воздушная, под арочку выполняю столбик без накида и 2 воздушные.
под арочку 4 столбика с накидом, то есть все по узору. 1, 2, 3, 4. Далее у нас с вами большая арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот давайте посмотрим. Видите, уже здесь у нас провязывание есть. Я ввожу крючок с изнаночной стороны, опять же. Вот воздушную, куда мы с вами, видите, вот провязаны уже столбики. Столбик без накида. И подтягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. И возвращаюсь к моему мотиву. Выполняю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И выполняю все точно так же, как мы выполняли с вами с этой стороны. То есть я выполняю 2 воздушные, под арочку ввожу крючок. Смотрите, это у меня уже будет вторая сторона. Вот одну сторону мы с вами присоединили и уже начали присоединять вторую сторону. Давайте еще вот таким образом я разверну. Вот хорошо видно, видите? Одна сторона присоединена, и точно так же мы начинаем присоединять вторую сторону. Под арочку столбик без накида. Воздушная. Накид. И выполняем 1, 2. Воздушная, столбик без накида под следующую арочку, накид и 2 столбика. Так мы с вами завершаем выполнение присоединения нашей второй стороны. Повторюсь, точно так же, как выполняли с этой стороны. И уже завершите выполнение самого мотива самостоятельно. Мотив несложный. Вот такое присоединение у нас с вами получается. Достаточно просто, ажурно получается и очень красиво. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились связать очень ажурные, красивые и очень-очень простые мотивы. Научились соединять эти мотивы в единое полотно за счет последнего ряда вязания. И это полотно вы можете использовать буквально для создания любого изделия. Начиная от скатерти, покрывала, шали, палантина и заканчивая, допустим, туникой, кардиганом и так далее. Все зависит от выбора пряжи, ну, конечно же, от вашего опыта, желания и фантазии. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, где вы планируете использовать такие мотивы. До новых встреч, творческих вам успехов. Конечно же, как всегда, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.